Я надеюсь, что в паузах между предновогодней суматохой, спорах о золотом мече и прослушиванием нового альбома Окси вы находите в себе силы следить за ММА. Конец года выдался действительно жарким. Финалы Гран-при в «Наше дело» и хардкоре, титульник в легком весе UFC, скандалы с Fight Nights — все это сопровождало нас на осенне-зимнем пути 2021. 2022 же вступит в игру сразу несколькими топовыми турнирами от лучшего промоушена планеты. О них мы сегодня и поговорим. Под самый конец февраля Уайт и его матчмейкеры задумали провести очередной UFC Fight Night, в котором выступит несколько родных для нашей аудитории бойцов. На ивенте в Москве в 2019 году Ислам Махачев и Арман Сарукян устроили прекрасное борцовское представление. Парни 3 раунда месились в партере, а победителем из октагона вышел россиянин. Сейчас же бойцы выступят на одном ивенте. 27 февраля Арман будет биться с Джоэлем Альварезом, а Ислам сойдется в схватке с Банаилом Дариушем. Мы же решили не медлить и уже сейчас представим вам прогнозы на схватки. Ну что, ты готов? Тогда ждем твой мощный, как перевод Сарукяна, лайк, подписочку на канал ММА Экспресс, разумеется, это помогает нам расти. И погнали! Арман Сарукян, Джоэль Альварес. Прогноз на этот бой начнем с разбора того, кто же такой Джоэль Альварес. Ведь парень, несмотря на приличный в UFC рекорд, никогда к топовым бойцам причислен не был. Признаться честно, мы сами о его фамилии слышали только при упоминании бывшего чемпа UFC Эдди и одного из лучших боксеров в истории Канело. Теперь же настало время задуматься и об уровне выступлений их однофамильца, а он, к слову, впечатляет, и не только потому, что парень в UFC проиграл лишь раз. Впервые олды могли его увидеть на М1, где перспективного бойца прошел Али Абдулхаликов. Точнее сказать, Джоэля тогда прошел судья, который остановил бой сразу после нокдауна, но удивляться решением рефери российские лиги не смотреть, поэтому стоит обратить взор на недавние бои парня. В лиге Уайта Джо уступил только в дебюте. Дамир Исмагулов не смог отправить испанца даже в нокдаун, но был лучше в каждом из раундов. Дальше же началось шоу. Альварес удосрочил 4 подряд соперников. Не повезло и нашему Сане Яковлеву. Русский прототип Лысого из Бразерс отлетел от феномена сабом в начале боя. В крайней же схватке Джо разбил крайне качественного бразильца Тьяго Мойзеса, без шансов уничтожив того в первом раунде. Про Армана же так подробно говорить не будем. Парень стабильно прибавляет, а апофеозом его выступлений стал поединок с Кристосом Гиагосом. Армянин превзошел американца по всем параметрам, победив того нокаутом. На этом все, с прошлым закончили, переходим к сравнению парней. Если визуально оценивать атлетов по физическим кондициям, вспоминается советский мультфильм «Пузырь, соломинка и лапоть». Так вот, Альварес здесь соломинка, а Царукян, скажем без хейта, лапоть. Пузыря же нет, пусть в его роли будет Дана Уайт. Долговязый испанец аж на 20 сантиметров превосходит армянина по части роста. Эту разницу без сомнения оценила бы Ивлеева, но точно не Царукян. С подобной оппозицией в UFC он еще не встречался. Его самый высокий соперник — это Ислам Махачев, который также солидно проигрывал бы Джо в росте. Но чем больше шкаф, тем громче он падает, не так ли? Это высказывание отнесем к Стефану Штруве. Альварес же круто сбрасывает перед боями и выступает явно в своей весовой. Более того, Джо может спокойно сойти за полулегковеса, особенно если в легком дивизионе у него ничего не получится. Арман же гораздо крупнее. Объему мышц бойца можно только позавидовать, но их надо подпитывать. Есть ли просадки по кардио у Царукяна? К счастью, нет. 15 минут яркого боя он готов проходить хоть на каждом ивенте UFC. По части ударки Альварес смотрится крайне круто. Поражение от Исмагулова полностью забыто и перекрыто шикарным выступлением с Мойзесом. Арман же прошел не менее классного ударника Рамоса не менее впечатляющим образом. Да, ноги он подключает не так часто, да, кики даются ему не так просто, но даже на дальней дистанции армянин может чувствовать себя уверенно. Здесь, однако, у Джо есть огромное преимущество в виде рича, которым он пользовался во время боя с Тьяго. Пусть его джебы и не так опасны, но если речь заходит о более амплитудных ударах, то
банально из-за физики испанец может выжигать октагон. Что касается партера, то здесь, казалось бы, все должно быть лучше для Царукяна. Он крупнее, борцовского опыта у него больше, но и Альварес в партере не так плох. Он круто защищается от переводов, на земле постоянно двигается и пытается вырваться не из самых выигрышных позиций. Кроме того, гильотине и удушающим он обучен, поэтому расслабляться с ним на земле не стоит. Парней идеально подвели друг к другу. Перспективные атлеты на длительных стриках, оба недавно переподписали контракт с организацией и уже готовы ворваться в топ-10 рейтинга. Мы обязательно будем болеть за Армана, но прогноз должен быть беспристрастным, и явным фаворитом Царукяна мы тут не видим, из-за чего рекомендуем поставить на тотал 2,5 больше по раундам. Аргументируем это прекрасной защитой в партере от Альвареза, топовым кардио обоих спортсменов и равной стойкой. На этом мы и перейдем к главной битве вечера. А если еще лайк не поставил, то пожалуйста поставь и подпишись, это реально важно. Ислам Махачев, Бенеил Дариуш. В России, конечно же, бой между Исламом и Бенеилом будут ждать куда больше. Махачеву, как преемнику дел Хабиба в легком весе, остался всего шаг до титульника. И этот шаг он намерен сделать уже в феврале. Бена подходит к схватке с Исламом на стрике из 7 подряд побед, одним из лучших в легком весе. В битве с Тони Фергюсоном, которая и привела его в топ-7, он держался крайне уверенно. Боец минимизировал риск атаки в стойке и 12 минут из 15 отведенных на бой мучил бедного Кукуя в партере. Конечно, Бена победу в схватке забрал, но за крайне скучный бой фанбазой был награжден стойким гулом. У Ислама же все было куда круче. Боец, о котором мы не так давно сделали ролик, он вышел крутым, посмотри, сошелся в схватке с Дэном Хукером. Битва вышла шикарной для дагестанца. Ислам начал осуществлять геймплан с первых же секунд, оформив победу Кимурой без потери сил. Парни прошли именитых соперников и теперь сойдутся друг с другом в битве за право стать претендентом. И по антропометрии они схожи. Выделяется лишь рич Дариуша, который немного превосходит размах рук дагестанца. Повлияет ли это на ход боя? Точно нет, потому что стойка тут ничего решать не будет. Слабо верится в то, что Бенеил будет рисковать. В плане ударки Махачев прибавляет от боя к бою, постепенно разрастается его ударный арсенал, а нокаутирующая мощь становится сильнее. Дариуш же стабильно неплох именно по части отправить соперника в нокдаун. Что же касается арсенала, то ноги он выбрасывает не так часто, а на руках его арсенал дефолтен. Чего-то неожиданного здесь ждать не приходится, Бена достаточно предсказуем, хоть и опасен на дистанции. Но вот в партере бойцы покажут яркую зарубу. Вполне возможно, что нас ждет что-то типа противостояния с Царукяном, где и Ислам, и Арман раз за разом разменивались позициями на земле. Дариуш, как и Махачев, знает, что ему делать с корпусом оппонента. Как и в случае с Исламом, за действиями Бенеила следит его угол, стараясь корректировать движение своего бойца. Но в то, что Ислам может проиграть Дариушу в партере, не верится от слова совсем. Дагестанец – лучший борец в дивизионе, что бы нам ни говорили фанаты Гиллеспи. И именно из-за преимущества по части партера мы рекомендуем поставить на победу Махачева. Комбинировать эту ставку можно с тоталом раундов. Базы Дариуша должно хватить для того, чтобы предотвратить досрочную остановку боя. В связи с этим лучшей ставкой на поединок будет победа Махачева с тоталом раундов 2,5 больше. За кого будете топить? Верите ли в то, что в ближайшем будущем Ислам станет претендентом на пояс? Или Дана опять даст титульник кому угодно, но не ему? А что там по Арману и его шансам попасть в топ-5? Делитесь своим мнением в комментариях, мы обязательно все прочитаем. С вами была команда MMA Express, скоро увидимся.